Всем привет из всегда теплого Чангмая, где в палатке без сильных заморочек можно отдыхать круглый год. А сегодня выпуск про настоящую кочевничью жизнь. Жизнь в палатке. Во многих дворах стран СНГ сейчас лежит снег, а у меня для вас теплый влог про отдых на природе. Если вы любитель кемпингов, то эта история будет для вас любопытной. Сегодня я отправлюсь с ночевкой в горы. Существует несколько основных видов кемпингов. Палаточные кемпинги, думаю, всем известные и понятные, хотя я знаю многих людей, которые ни разу в жизни не ночевали в палатке. Кемпинги для жилых автофургонов и прицепов, бунгало-кемпинги предлагают размещение в небольших домиках бунгало. Бунгало могут быть с разным уровнем комфорта. Есть варианты с санузлом и кухней внутри, почти глэмпинг. И сам глэмпинг, разновидность комфортабельных палаточных кемпингов с домашними удобствами и повышенным сервисом. Палатки здесь просторные, с кроватями и мебелью, отоплением или кондиционером. На территории рестораны, бассейны, спа и другие удобства. В общем, это можно назвать кемпингом, в котором можно жить на высоких шпильках. Также бывают кемпинги смешанного типа, объединяющие разные виды размещения. В моей эмпирической действительности жизни в России был только кемпинг со своей палаткой, которая находилась рядом с машиной. Было много алкоголя, рядом протекала река или где-то неподалеку был лес, костер, избыток еды, шумные компании с громкой музыки от всех соседей поблизости, засыпание под утро и просыпание от духоты в палатке под палящим полуденным солнцем. Бывали, конечно, экстремальные кемпы в холодную погоду, а также на советский манер туристические кемпинги в рамках сплавов на байдарках. Это я любил больше всего, так как в них можно было получить информационный детокс, получить впечатление и после недельного трипа по-новому ценить удобство жизни в городе и своей квартире. Все мои палаточные кемпинги объединяло одно – это продолжительный и затратный процесс подготовки к путешествию. Собрать множество вещей, ничего не забыть взять и купить, посетить несколько магазинов и так далее. Проект поездки обычно не выходит бюджетным, как часто кажется на этапе планирования. Итак, кто не в курсе, Чангмай – это север Таиланда, где я обитаю самое продолжительное время моего нахождения в этой стране. Не тайские пляжи без душей, омываек для ног от песка после прогулок по ним и отсутствие общественных туалетов меня привлекли. А меня привлекли вкусное кофе, вайб бывшей столицы королевства Лана, который сложно описать, но когда-нибудь я это сделаю. И, конечно же, горные пейзажи. Сегодня я отправлюсь на ближайшую гору к Чангмаю, в самый дешевый кемпинг, который только можно себе представить. Он настолько дешевый, но при этом очень комфортабельный. Но его нельзя, конечно, отнести к глэмпингу. Переночевать в палатке с удивительно прекрасным видом и шикарным восходом очень легко, а главное, доступно во всех смыслах. Сегодня вы узнаете, насколько дешево, красиво и просто устроить кемпинг в Таиланде, лагерь которого находится на высокой горе над городом, а с утра ровно над ним можно увидеть восход солнца. Погнали! Начинаю я, так сказать, свое мотобайк-возъезждение, не восхождение, на гору Дойсутеп с подготовки к ночи. Надо запастись всем необходимым. Это выработанная эмпирическая привычка. Первым в дело пошла марихуана без ТГК, так как от ТГК меня раздавливает, прибивает. Короче, мне становится нехорошо. Поэтому я решил попробовать марихуану без ТГК, а с CBD. Прямо в моем апарте на первом этаже есть подходящий магазинчик. У них нашелся CBD-косяк, можно отправляться дальше. Кстати, это моя вторая попытка попробовать CBD-травку. В тот момент Snoop Dogg бы рассмеялся, а сейчас он бы гордился, что я не курю. К великому удивлению, как говорят новостные ленты, он бросил шмалить. Не верю в это. Милый таец мне утрамбовал косячок, и я отправляюсь в секонд-хенд подобрать себе лук для отдыха на природе. На самом деле, я немного переживал, что может быть холодно ночью на высоте 1300 метров над уровнем моря, хотя внизу, в городе, было около 30 градусов тепла. Наряжаясь в несколько образов, мне кое-что понравилось, но брать я ничего так и не стал. Я ожидал, что ценник будет в 3-4 раза ниже. Обойдусь-ка я как-нибудь своей одеждой, подумал я, лучше возьму чего-нибудь сладкого на случай, если меня пробьет на жрачку с травы. Это будет точно приятно. А на случай холодрыги укутаюсь как-нибудь спальником. Из рядов шмоток перемещаюсь к витринам со сладостями, так как и секонд-хенд
Это все находится в старом городе Чингмай, на месте древней крепости. Беру несколько вкусняшек в кафе, которые просто подвернулись по дороге. Какой запах из багажника прекрасный. Очень вкусный косячок. Далее заезжаю в 7-Eleven на всякий случай взять пиво. Но я еще не знал, что распитие алкоголя в палаточном лагере запрещено. Но, впрочем, мне не удалось его купить, потому что в Таиланде есть запрет на продажу алкоголя в определенные часы. Короче, здесь написано правило, что с 14 часов до 17 часов алкоголь не продается. Я совершенно забыл об этом. И никак не могу запомнить, что днем алкашку не купить. Но, конечно же, есть магазины, где алкоголь можно купить в любое время, но я еще не обзавелся информацией, где они есть в Чингмае. Если алкоголь нельзя купить, я решаю его заменить на кротом. Не буду объяснять, что такое кротом, просто скажу, что эффект между пивом, чаем и травой. Как-то так. Длится недолго. No sugar, 60 baht. Сладкий дороговато стоит. Кротом. Короче, не сладкий типа 60, а этот, видите, 110. 43 готов. Если вы, конечно, когда-нибудь пробовали попить чаек на чайной церемонии, где вас с пятой заварки может унести немного в головокружительное состояние, кротом можно взять без подсластителей, а можно с разными вкусами. Но все это с сахаром. Лучший рецепт взять обычный кротом и добавить колу без сахара. По сути дела все. Я взял все самое жизненно необходимое и еду в гору. Дорога занимает примерно 40 минут, если не тормозить. Поднимаясь выше, стал значительно ощущаться холод. Дорога достаточно живописная. На пути несколько храмов, смотровых площадок с видом на Чингмай. На одной из такой я решил остановиться, чтобы осмотреться и изучить, что продают здесь местные торговцы. В данной локации вид не на город, а на горный пейзаж, что особенно ценно, потому что, как другие вьюпоинты, только на городской пейзаж. Нашел очки на дороге, поспрашивал у пару человек, не он ли потерял. Говорят, что нет. Такая вот красивая здесь остановка. Можно посмотреть на горы и на градиент. Постепенно горы становятся белее, 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 белее. Выглядит это красиво. Вот 7-Eleven нельзя было купить. А здесь можно, кстати. Название вина офигенное. Бум-бум. Бутылка стоит 450, что ли? Дороговато. А пивка тут нет? Пивка нет, зато кофе есть. Low кофеин. High кофеин. Double кофеин. Вау. На горе Дой Сутеп есть два поселения белых хмонгов. Это народность, которая проживает не только в Таиланде. А самое интересное, что их больше всего живет в США. Там они оказались в результате каких-то азиатских войн. Они переселялись в США как беженцы. Здесь же я пробую местное вино. Бум-бум напоминает какой-нибудь когор. Говорят, что не сладкое, но явно крепленное. И все, что я пробовал раньше из тайского вина, можно назвать не очень вкусным. И это тоже оказалось не исключение. У меня была мысль о том, что вот удача, мне попался алкоголь. Очень крепкое. Но эту бормотуху не то, что на свидании пить нельзя. Ее бы я и не стал пить с дикого алкогольного трипа и утреннего тремора. Такое ощущение, что все 17. Нюхаю водку, похоже на сличие. Похоже на одеколон. Окей, двигаемся выше. Перед нами начинают появляться красивые пейзажи с розовыми оттенками среди зеленого леса, потому как январь и время цветения дикой вишни, кою в Японии называют сакура, но это там, а тут дикая вишня. Кстати, она гималайская вишня. Пейзажи очень красивые. А вот и точка назначения – палаточный лагерь Дой Пуи. Кстати, сначала я считал, что гора называется Дой Пуи, а не Дой Сутеп. Но так и так правильно, потому что это по сути два названия двух вершин одной горы. Вообще Дой говорить не надо, если вы говорите гора, так как Дой это и есть гора. На этой горе живет относительно знаменитый отшельник Судева, настоящее имя Фангхамкан, легендарный монах из Таиланда, который живет в пещере в одиночестве уже более 40 лет. Судева ушел из монастыря в возрасте 26 лет, где-то в 1980-х годах. Ушел он в поисках уединения, чтобы посвятить себя медитации и изучению буддистских
текстов. С тех пор он обитает в пещере на горе в провинции Чингмай на севере Таиланда. Пещера Судева находится высоко на склоне горы. К ней ведет крутая тропа. Внутри только самое необходимое для жизни: циновка, книги по буддизму, чаша для подаяний. Отшельник спит всего 3-4 часа в сутки, большую часть времени посвящая медитации. Несмотря на отшельнический образ жизни, к Судеве иногда приходят посетители и паломники. Отшельник дает им наставления, делится знаниями о буддизме. Еду ему приносят нередко туристы и жители ближайших деревень. Судева стал легендой еще при жизни. Его называют самым воздержанным отшельником Таиланда, образцом благочестия, нестяжничества. Многие верят, что Судева обладает сверхъестественными способностями и может исцелять людей. Вот такие вот прекрасные герои живут на этой горе, и можно оказаться среди них. Высота горы Сутеп составляет 1676 метров, а горы Пуи 1685 метров. Дой Сутеп находится в 15 километрах от центра Чингмая. Эта гора является частью национального парка Дой Сутеп Пуи. Парк был основан в 1981 году и имеет площадь 261 квадратных километров. Через различные достопримечательности горы, такие как храмы, вьюпоинты, водопады, деревни, проходят тропы, отлично подходящие для хайкинга на весь день. Прибыв к кемпингу, меня встречает облагороженная территория с коротко стриженным газоном и виднеющимся вдали уже разложенными палатками. 20 градусов на высоте 1500 метров. Зона, освобожденная от алкоголя. Алкоголь фри. Чтобы заселиться, нужно подойти к домику между парковкой и лагерем. Там оплатить сбор за аренду их палаток и арендовать спальные принадлежности на одного человека. О ценах на все это я расскажу чуть позднее. А сейчас беру туристическое оборудование и идем заселяться в палатку. Так, выбор палатки происходит таким образом. У меня есть номер. Вот номер у меня 7. Я иду вниз, выбираю то, что мне нравится. Такая палатка свободна, без номера. И вот на палатку без номера я вешаю свой номер, и она становится моей. Палатки у них все вроде бы как одного вида, которые под аренду, поэтому ошибиться достаточно сложно. Свободные палатки выглядят вот так вот, они открытые. Идете, и вот там видите, вот свободная палатка. Вот там вот куча свободных палаток на верхнем ярусе. На этом ярусе тут какие-то вещи лежат, номер не висит почему-то. То есть вот свободная, можно заселяться. Вот там вот прекрасный вид на город. И вот тут тоже свободная палаточка. Как-нибудь вот так вот. Вот так вот. Зарезервировано. Сейчас здесь особенно красиво, потому что январь, цветет дикая гималайская вишня. Она же вроде бы как бы сакура тоже вишня. Все розовое. Вид на Чингмай. Просто космос. Но о ценах попозже. Национальный парк Таиланда. Трехместная палатка дается, и здесь одного можно расположиться просто как король. Тут где-то процентов 80, наверное, а может даже 90 палаток не занято, свободно. Хотя сейчас самое время здесь тусить, жить, потому что очень красиво, цветет вишня. Ну и самая холодная относительно. Ну, минус здесь не беспокоит. Ну, плюс 12, наверное, опускается до такой отметки. Костровище. Это вот у нас место называется амфитеатр. Возможно, здесь кто-то бывает играет, музыканты какие-нибудь с гитарами. Черт его знает. Здесь моют посуду. Вот здесь вот на отшибе. В туалете мыть посуду нельзя, а моют вот здесь вот.
Но никаких даже как бы не обозначено здесь специальных знаков, что моют посуду. Ну вот моющее средство и губка. Тут нам говорят, что палатку ставить нельзя в беседке. А тут вот туалет. Вон тут амфитеатр. Туалет открытый. Писсуары видно за кустами. Все девайсы, все в левую сторону, вся еда в правую сторону. Вожу с собой шапку как чехол для объектива или фотоаппарата. Ну и когда потребуется, ее можно использовать как шапку. Здесь алкоголь-фри зона, поэтому как бы алкоголь пить нельзя. А кротом можно. Мой лагерь готов, я разложился. Колоночку зачем-то взял, но здесь достаточно тихо, и все себя тихо ведут. Ну и колоночка, это как-то вроде неприлично. Еды всякой понабрал, яйца сварил. Наступила ночь, я зажег свет. Свет этот купил когда-то просто в Чингмае, потому что у меня в комнате очень темно. И в магазине я не нашел никакой настольной лампы, ничего такого. Так что пришлось купить просто вот этот вот свет, который практически всегда моргает на видео, и невозможно его так настроить, чтобы он не моргал. Вот когда он работает, точнее можно, но когда он работает с полной силой, я сейчас сэкономлю. Поэтому у меня работает он на 50%, и при этом на видео будет всегда моргать. И без 15,7. И уже можно наблюдать ночной город. И такой вот вид. Так дешево такой вид я еще никогда не получал. Пока не знаю, сколько стоит что там, в кафешках. Вот, ну, не спрашивал. Хотя у меня 2 сэндвича, бананы, яйца и куча сладкого. Время пить кротом. Но перед этим мне нужно его перелить в баклажку, потому что у меня он в пакете. Все, можно наслаждаться вечером. Он правда вкуснее, потому что обычный похож на отвар чабреца, наверное, что-то такое. А этот с соком манго. Давайте еще раз посмотрим на прекрасный вид. Красота. Из палатки, если такой типа в палатке лежишь, а там у тебя такой вид. А если свет выключить? Видали? Такой вот кемпинг возможен. Так, 8 часов вечера и полнейшая тишина. Только я сейчас разговариваю в этом лагере. Слышны сверчки, летучие мыши, собаки иногда лают. Все. И полная тишина, никто не разговаривает. Офигеть. Сабай-сабай. В лагере, конечно, происходит какая-то движуха, но очень минимальная. Все на месте, компьютер на месте, объектив на месте. Прекрасно. И светильник на месте. А самое главное — кротом. Пока я не скажу, что здесь прям холодно. На самом деле, мне даже пока в шапке тепло слишком. И где-то постоянно салюты по городу. То там, то там. Даже не знаю, чем заняться. Время 8 часов 10 минут. В блокнотике пописать. И за компьютером поработать, пока зарядки хватит. Разлил свой кротом.
сообщается, что запрещено мыть посуду. Вот это открытое пространство, писсуары, пожалуйста, природа. Через кусты можно видеть вас. Я примерно разделил 70 бат кротома. Блин, он такой вкусный был. Сейчас мне остался невкусный. Сэндвич. 7-Eleven офигенские сэндвичи. Да, безусловно, минусом будет то, что если вы уже 8 часов не поели, то уже не поедите, потому что кухня закрыта. Вы ничего с собой не взяли, но бананы вас всегда спасут. Доброе утро. Сейчас 6:30 утра. Вчера днем было 20 градусов температура к вечеру. Сейчас, мне кажется, градусов 7. Но градусник находится на входе в кемпинг, поэтому проверить не могу достоверно. Сначала лежал посередине, но из-за того, что палатка немножечко под маленьким наклоном, я спускался в сторону. Ну, как это обычно бывает. Самое важное, что меня сюда привело, в это место, это встретить утро, рассвет с этим прекрасным видом. Но не знаю, что лучше, вид ночной или вот такой вот утренний, потому что появляется дымка, город ты уже не видишь, огонечков нет, а вот ночью классно, все огонечки видны. В общем, пришел я ради этого вида и чтобы поесть много сладкого утром с кофе. Здесь есть кафе и должно быть кофе, который я еще не пробовал, накуриться с CBD-шкой. Запах просто стоит по всей палатке. Хоть в зип-пакете, который закрыт. Короче, здесь ТГК 1%, THC ТГК, а CBD 19%. Так, сейчас у нас восходит прям солнце, он видно, диск появляется. Ради этого стоило сюда ехать. Но я еще, правда, не накуренный. Вот это утречко. Что давно я на природе не просыпался. А сейчас 5 минут 8. Искать кофе. Утренний лагерь. Люди собрались. Встречают рассвет. Снимают фоточки. Стараются сняться на фоне. Красиво, особенно в лучах утреннего солнца. Все просто замечательно выглядит. Сказали, что кафе открывается в 7. По-моему, ни хрена еще не открыто. Здесь кофе нет, да, оно открыто, только открылось. 14 градусов. Кофе негде купить. А еще говорят, что здесь есть теплый душ. Кофе. Такой кофе я точно не буду. Если здесь такие дела с кофе обстоят, то лучше уж я поеду-ка отсюда в кофейню нормальную, накурюсь где-нибудь в другом месте, съем там свои вкусняшки. Здесь не все так гладко. Наверное, да, ценник небольшой оправдывает то, что здесь не до конца есть какой-то сервис, удобства. Но все равно в странах СНГ, я думаю, за такую цену вы не найдете подобных мест. Мужик рядом со мной в палатке спит. Он начал храпеть часов в 10 вечера. Я лег где-то в час ночи. Он до сих пор спит, храпит.
открывается кофейня. Есть шанс, что здесь есть кофе. Кофемашины нет. Хотел кофе выпить отличный, который в Чингмае как грязи, но только не здесь. Если гипотетически представить, смог бы ли я здесь жить 10 дней, например? Наверное, нет, потому что можно дешево жить в самом городе. Если вопрос цены был бы, типа здесь дешевле, чем в городе, у тебя нет денег, ну, конечно, смог бы. Дело в том, что я в Чингмае снимаю за 3500 бат номер с кондиционером, большим холодильником, но без телевизора. 500 бат за воду и электричество начисляется, что, собственно, очень дешево. То есть 4000 бат в месяц обходится мне жилье в центре Чингмая. Теперь к ценам про палатки. Постойте-ка, про цены. Я тут кофе нашел вроде бы за 20 бат. Мне подсказали, что если подняться наверх, то там есть кофе. Я же там был, там нет кофе. Короче, ладно, в любом случае я собираю манатки. В путь. Вот солнышко встало, прям жара стала долбить. Уже стало некомфортно. Мне даже 8 часов утра. А вот и маленькая кофемашинка появилась. Вот как они могли с кофе здесь накосячить, вообще не понимаю. Все хорошо. Ну, кафешку-то сделайте с кофе нормально. Прям вот чтобы вот ради кофе сюда еще ехали. Никаких сертификатов нет, тех, кто продает. Даже они масло продают CBD-шное. На упаковке просто ничего нету. Ну просто типа конопляный листик изображен, написано CBD. Кто производит, там, из каких сортов, кого искать. Тебя разорвет на части от ТГК, а ты хотел CBD, непонятно. Тайский подход. Ух, нифига себе. По-моему, даже 1%. ТГКшечки меня пробивает. Или это CBD-шка так действует. Короче, у меня было 2 опыта с CBD. Я ел печеньку и курил травку. Курица, она, честно говоря, невкусная. Крем вкусный, но слишком жидкий для этой твердой структуры, этой оболочки. Не стал брать только из-за того, что это есть неудобно. Крем очень слабо сладкий, а булка, все это окружение вообще не сладкое. В этом плане мне нравится, что мало сахара в десерте. Но если говорить о вкусе, что он напоминает? Он напоминает сочник с творогом, такой вот с начинкой, жидкая начинка. Ну вот если это CBD, и все говорят, что CBD он не прет, да прет он. Меня что-то вообще прибило, хожу тут офигенно так, вообще никуда не хочется ехать. Вот взял еще один кофе, вот тут изучаю террасы. На этих террасах ставят палаточку и куда тут с таким видом. Так вот оно все тут пострижено аккуратненько. Просто кайф. Не знаю, оно здесь просто прикольно. Кофе отвратительный. На самом деле уже зажравшийся по кофе. Так, это у нас Костелло. Короче, крем тоже, а снаружи бисквитное тесто. Такой кулич с кремом внутри. Ну, не сказать, что это какое-то прям объедение. Короче, весело есть не хочется. Есть 7-Eleven, еще одна вкусняшка есть. Мне кажется, она тоже не очень, потому что она из 7-Eleven. Будет дохера сладкая. Пониманию, что такое Чингмай, какой у него вайб, какое окружение. Это один из примеров того, что здесь есть подобное. Здесь много разных ферм, заповедников, каких-то парков национальных, где есть какие-то вот кусочки организованные, просто настолько приятненько. И такого в Чингмае, вот по периметру Чингмая дофигища всего разного, при этом дешевого. Спокойный, тихий вайб, все чистенько. И вот есть куда глаз положить, просто приятно. Вот просто инстаграмных мест. Ну, к этому, безусловно, это не то, что тут какая-то там природа вот создала. Нет, это все эти композиционные места, это все рукотворное, это все продуманное. Здесь уйдешь в сторону вот от этой вот опушечки, там джунгли обычные, просто вот лес, джунгли, палки.
Таиланде встречаются такие вот грязные места, но они от глаз прям скрыты хорошенько. То есть все, что там на глазах, все это чистенько. А то, что на глаза не попадается, там может быть, конечно, засрано хорошенько. Выпускники приехали. Да, и кроме того же, Чингмай — это город образования. Здесь очень большой вуз. И помимо еще много образовательных учреждений. Это такой студенческий город. И из-за этого здесь тоже своя атмосфера, да. Я сходил за дайфуку виз чоколад паста. Короче, снаружи такая она желеобразная, внутри вот эта начинка, кажется, что она вроде сейчас вытечет. Но нифига, она очень твердая. Так, надо добежать до кофе. О! Так сколько же стоит отдых в палатке в данном парке? Если у вас своя палатка, а также все свое оборудование, то цена места для палатки составит всего 30 бат. Если вы хотите зайти уже в разложенную палатку и бросить туда спальники, как я это сделал, то вам это обойдется 285 бат на одного человека, что является $8 США, или если в рублях, то пускай грубо это будет 800 рублей. Из этой суммы 225 бат аренда палатки. Остальное – это подушка и спальник, матрас. Я готов отправляться в путь. Как видите, цена очень доступная. В полной мере, конечно, это не глэмпинг, как минимум нужны столики со стульями, розеткой и вентилятор, чтобы поднялся статус палаточного отдыха. Но в целом неплохо. Вам не нужно ничего раскладывать, кроме матраса, но и собрать его обратно нужно, чтобы сдать назад. Ехал назад уже все, думаю, ну ладно, еду домой. Перекресток и указатель. Кофе. Смотрите, какой вид здесь. Справа кофейня. Капучино хот. Капучино. Хот. 50 бат. Как добраться? На своем арендованном байке, но если вы не водите байк, то можно, конечно, взять такси из города. Но это вам обойдется дорого, примерно 500 бат в одну сторону. О цене на такси я узнал из ролика Джей Шарк. Это корейская девушка, которая путешествует по разным местам, кемпингам, с палаткой, со своим оборудованием, ест еду и пьет пиво и рассказывает о том, что она ест еду и пьет пиво. В общем, в ее ролике я услышал, что она доехала из Чингмая до этой же локации за 500 бат. И, кстати, она была примерно в одно и то же время со мной. То есть я там был почти год назад, 11 месяцев назад, а она была там до меня за месяц. Ссылка на видео Джей Шарк и ее путешествие в кемпинг Чингмая у меня внизу в описании. К сожалению, в ролике про Чингмай она не пила пиво, потому что сухой закон. Я бы предложил доехать на Сангтео. Это пикапы, в кузове которых установлены две лавочки. Обычно здесь они красного и желтого цвета, это разделение по районам. Но в Таиланде можно увидеть и зеленые, и синие. В общем, доехать на Сангтео до конечной точки на горе, это один из храмов, а оттуда взять такси. Хотя некоторые Сангтео могут ехать и до самой дальней деревни Белых Хмонгов. Это, наверное, будет самый лучший экономичный вариант. И эта дорога до Белых Хмонгов, она пролегает через палаточный лагерь. Короче, я думаю, вариант дешевого перемещения есть, но я их лично не пробовал на себе. А это уже у нас бананово-шоколадный маффин. Вкусно, но 70 с лишним бат. Не знаю, стоит он того или нет. Не уверен. Шоколад чувствую, банан не понимаю где. Пока-пока! Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. До новых встреч!